Всем привет! Продолжаем ретро-рубрику канала, где мы с вами вспоминаем автомобили прошлых лет. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, вполне хорошую масштабную копию очень популярного автомобиля начала 90-х годов, и мы рассмотрим Ford Sierra в пятидверном исполнении с кузовом типа хэтчбэк. Думаю, каждый из вас хоть раз в жизни видел похожий автомобиль. В 90-е годы эти машины встречались практически в каждом дворе, они ржавели рядом с опелями, и, к сожалению, таких машин особо не осталось, во всяком случае, у нас на дорогах общего пользования, но эти машины наравне со 124-ми Мерседесами, с BMW 5 серии в кузове Е34 колесили не только постсоветское пространство, но и прилегающие страны. И что касается этой масштабной копии, то она давно снята с производства, модели впервые появились в продаже в 2013 году. На тот момент они стоили примерно 30-35 евро. И у Neo такой Ford предлагался в двух вариантах окраски. Машина золотистого цвета, которую мы сегодня рассмотрим. И второй автомобиль был в темно-сером цвете металлик. И также помимо топовой версии Gia предлагалась более простая версия GL. И машина в простом исполнении была в синем цвете металлик. Она тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я сделаю на нее отдельный видеообзор. Если говорить о моделях Ford Sierra, то эти машины довольно обширно представлены в 43-м, в других масштабах, но есть одно но. Эти машины даже под конец 80-х годов выпускал Solido, Matchbox, были модели от Trophy, AutoArt выпускал Ford Sierra, также модели выходили под брендом White Box, Ixo, были модели от Vanguard, но все эти автомобили копировали заряженные версии Cosworth, и в большинстве случаев они были в гоночной ливрее. А обычных стандартных гражданских автомобилей особо никто и не выпускал, и можно сказать, Neo был пионером в этой области. И на сегодняшний день похожий Ford также выходил в рамках европейской журнальной серии. И надо отдать должное журнальному варианту, это вполне удачная масштабная копия. Да, у нее есть ряд упрощений, также некоторые огрехи в передаче образа прототипа, но в целом модель вполне хорошо повторяет настоящий автомобиль, и это отличная альтернатива для тех, кто не смог в свое время приобрести модель от Neo. Потому что на сегодняшний день эти Форды довольно большой раритет, и стоят они приличных денег. Например, сейчас такой Ford Sierra может продаваться за 200 евро и выше. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автомобиль поближе, и также вы в комментариях можете написать, видите ли вы похожие настоящие автомобили на дорогах общего пользования. Я Ford Sierra последний раз видел лет 8 назад, и это был обычный седан, а похожих хэтчбеков давно не встречал. И у этой модели коробочка стандартного размера, она окрашена в ранние цвета Neo, черный цвет, сейчас коробочки в голубом цвете. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Естественно, эти модели собраны в Китае, и также наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. И есть некоторые недочеты конкретно на данной масштабной копии, но в целом это вполне удачная модель. И ходит стойкое заблуждение, что у всех изделий из эпоксидной смолы отлетают детали из фототравления. Это далеко не так. Да, такая проблема часто наблюдается, но это просто неправильные технологии производства. Когда модель вынимается из литьевой формы, нужно дать время на усадку полимера, а зачастую машины сразу идут в покраску, собираются и отправляются в магазины. И когда полимер дает усадку уже на собранной модели, отсюда получается такой эффект. Например, эта модель по истечении 8 лет не имеет ни одного отлетевшего молдинга из фототравления. И, кстати, интересно то, что эта модель в свое время прошла контроль качества. И качество нынешних дорогих моделей – это больная тема, очень много брака, и виной этому сам заказчик. Ведь, как мы видим, китайцы могут собирать хорошие качественные изделия. И не всегда это должна быть дорогостоящая модель. У этого автомобиля прекрасная покраска, нету соринок, также нету подтеков на лакокрасочном покрытии, и вы не найдете пятнышек клея, во всяком случае, на самых видимых местах. Очень мелкое зерно
завершено, и такие золотистые Ford Sierra мне запомнились. Правда, есть один момент, который не очень понятен, почему у этого автомобиля розоватый передний и задний бампера. Такие модификации были в реальной жизни, но в основном, я помню, на подобных Ford бампера были или окрашены в цвет кузова, или серого цвета, но никак не розоватого. Очень хорошо проработан салон. Сиденья окрашены в коричневый цвет, панель приборов выделена другим оттенком, прекрасно проработано рулевое колесо, виднеется небольшой значок Ford, и также на панели приборов наклеили небольшие декали, имитирующие датчики, также вентиляционные отверстия, магнитолу и управление системой кондиционирования. Если вы посмотрите, у модели прекрасно проработана рукоятка переключения коробки передач, также ручка стояночного тормоза, окрашены красной краской замочки ремней безопасности, ремни тоже присутствуют, и сам элемент на ремне выполнен из фототравления. Из фототравления также сделаны дверные ручки, личинки замков, ручки окрашены черной матовой краской, зеркала заднего вида покрашены в цвет корпуса автомобиля, и сами зеркальца сделаны из самоклеющейся фольги. Сзади установлен дворник из фототравления, вполне хорошая светотехника, обозначены поворотники, сектора заднего хода. Но, на мой взгляд, фары тут чуть уже, чем должны быть на настоящем автомобиле, и из-за этого создается некий диссонанс. Отлично проработаны регистрационные номерные знаки, это приятная мелочь, потому что на многих дорогостоящих моделях почему-то не устанавливаются регистрационные знаки вообще. Присутствует шильдик Ford, также надпись Sierra 2.3 GIA, и это элементы, нанесенные в виде декали, хотя можно было сделать их объемными из фототравления, как на продукции IXO или Whitebox, но не стоит забывать, что это довольно старая модель. Также окрасили глушитель серебристой краской, и у автомобиля вполне хорошие копийные колесные диски. Правда, покрышки сильно упрощены, отсутствует боковая маркировка и не очень ярко выражен протектор. И еще один нюанс: на большинстве старых моделей от NIO покрышки оплавляют подиум. И из-за того, что модель сильно притягивается к подставке, они попросту врастают в подиум, и порой их отсоединить не представляется возможным без серьезных поломок модели, потому что модель, повторюсь еще раз, сделана из полимера, она очень хрупкая. Но на старых моделях на винтиках устанавливали небольшие пружины. И в основном старые модели я немножко приподнимаю, они держатся в воздухе, и тем самым покрышки не касаются подставки. И хорошо то, что покрышки не оплавляют обод колеса, потому что подставка — это не столь важный элемент. Вот так выглядит передняя часть, вполне хорошие фары, присутствуют рассеиватели. И если сравнить данный Ford с другой продукцией NIO того периода, то на многих моделях от этого бренда осветительная техника спереди была желтого цвета. Тут, во всяком случае, фары полностью прозрачные. Хорошо смотрятся поворотнички, противотуманные фары, и также на модели установили стеклоочистители с фототравления. Вполне хороший экземпляр. Если у вас в коллекции есть похожий Ford Sierra, то будет интересно узнать, когда и за сколько вы приобретали данную масштабную копию. И если говорить о гражданских версиях такого автомобиля, то также модель с кузовом типа универсал выходила под маркой Best of Show. У них было два варианта окраски автомобиля, тоже машина сделана из полимера, и по сравнению с NIO эта модель стоила значительно дешевле. И не так давно вышел Ford Sierra с кузовом типа универсал в коробочке IXO Models. Машина изготовленная из металла, и если у вас будет интерес, то я тоже посмотрю на модель от IXO в продаже. Если она будет в наличии, то могу приобрести ее для видеообзора. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.